Для этого по-настоящему вкуснейшего супа я беру 2 таких крупных отварных свеклы. Бурячок натираю на мелкой или средней терке. Также прекрасно подойдет запеченная свекла. Измельченный буряк отправляю в кастрюлю, в которой будет готовиться весь суп. Также нам нужен лимонный сок. Я добавляю 2 столовых ложки. И сразу перемешиваю со свеклой. Затем я возьму 4 огурца. Здесь 250 граммов. Огурцы потрем на крупной терке. По желанию их можно порезать мелко. А также по желанию можно очистить от кожицы. Огурцы также отправляем в кастрюлю. 3 отварных яйца измельчаем так же, как и огурцы. Трем на крупной терке или мелко нарезаем. Яйца идут к предыдущим ингредиентам. И обязательно нам нужна зелень. Берем такой хороший большой пучок лука. И нарезаем его так мелко-мелко. Лук в кастрюлю добавляем не сразу, а применим такую кулинарную хитрость. Хорошо посыпем лук солью и разомнем, чтобы он отдавал свой сок. Так суп будет насыщеннее и вкуснее. Лук при этом не будет просто плавать сверху, а хорошо перемешается с другими ингредиентами в супе. Лук пустил сок, и я его выкладываю в общую кастрюлю. То же самое я сделаю с пучком укропа. У меня укроп заранее измельченный и замороженный, что вообще идеально для этого супа. Ароматный укроп отправляется к предыдущим продуктам. Дальше берем кефир или йогурт. Главное, обязательно из холодильника, обязательно холодный. Я залила 700 мл кефира. Вы можете залить больше или меньше, в зависимости от того, какую консистенцию хотите получить. Пожиже или погуще. Также я добавлю холодную газированную минеральную воду. Примерно 200-300 мл. По желанию можно взять один вид жидкости. Можно минеральную воду заменить просто кипяченой питьевой водой. Здесь большое поле для фантазии. Я смотрю, у меня получается такой густой суп, и добавлю еще кефира. И еще добавляю минеральной воды. Теперь посолим суп по вкусу. Помни, что мы уже добавляли соль к зелени. Также насыпаем щепотку черного молотого перца. И также добавим столовую ложку нежной сладкой горчицы типа американской. И, конечно, хорошо перемешаем. Этот суп кто-то любит более острым, кто-то любит более пресным и нежным. Поэтому я вам называю базовое количество приправ, а вы обязательно увеличиваете или уменьшаете какой-то ингредиент по своему вкусу. Может быть, вам нужно больше кислинки, соли или горчицы. Я вам очень рекомендую, обязательно приготовьте такой суп. В летнюю жару он просто не может не понравиться. При этом будет идеально, если перед подачей вы подержите его часок в холодильнике. Но если терпения не хватает, как у меня, я покажу, как его охладить по-быстрому. Я просто добавляю в такую вкуснотищу пищевой лед. По желанию подаем хлодник со сметаной. Также традиционно добавляются порезанные пополам яйца. Обычно кладут куриные,
Но мне захотелось добавить перепелиные яйца. Готовьте с удовольствием такой вкусный и полезный суп. А также подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Ставьте лайк и пишите ваше мнение в комментариях. А главное, я желаю вам здоровья, мира и радости. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео. Для этого вкусного и полезного супа возьмем 5-6 огурцов среднего размера. Огурцы весят 400 граммов. Пару огурцов я натру на крупной терке. А остальные огурцы я нарежу мелкими кубиками. При таком способе измельчения консистенция супа будет максимально приятной, а вкус будет максимально насыщенным. В этот болгарский суп обязательно добавляется душистая зелень. Небольшой пучок лука нарезаю мелко. Высыпаем его к огурцам. И также нарежем мелко небольшой пучок укропа. Укроп, конечно же, тоже идет в кастрюлю. 1 зубчик чеснока нарежем мелко или пропустим через пресс. А если вы любите, чтобы вкус был попикантнее, можно добавить и 2 зубчика. Приятную кислинку и дополнительные витамины даст супу сок половины лимона. Иногда в такой суп добавляют не только сок лимона, но и цедру. Я этого не делаю, мне больше нравится без нее. Также в этот исключительно полезный для здоровья суп добавим измельченные грецкие орехи. Я кладу 100 граммов. Также понадобится густой йогурт. Выливаю 400 граммов. Из приправ только щепотка черного молотого перца для разгона крови. Ну и ингредиент, который добавляют не всегда, но очень желательно, пару столовых ложек нерафинированного растительного масла. В идеале это должно быть оливковое масло. Теперь все это нужно залить водой. И очень желательно, чтобы это была сильно газированная вода. Воды наливаем столько, чтобы консистенция была для вас приемлемой. Но обычно не слишком много, чтобы суп получился густым. Он должен быть густым. То есть на такое количество продуктов примерно 300-400 мл. Я добавила 400. Ну и, конечно, соль по вкусу. Как видите, такой летний суп готовится буквально за несколько минут. Получается он очень вкусным, прекрасно освежающим в летнюю жару. При этом, как я уже сказала, он очень полезен для здоровья, прекрасно подойдет для тех, кто следит за весом и хочет немножечко похудеть. Готовьте на здоровье замечательный таратор. Подавать его лучше после охлаждения в холодильнике. Но если на охлаждение нет времени или, как у меня, не хватает терпения, то можно прямо в тарелку положить кусочек льда. Готовьте на здоровье этот замечательный болгарский суп. Чтобы вы могли видеть и другие хорошие рецепты, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик под видео. Спасибо всем, кто ставит лайк под видео и пишет доброжелательное мнение в комментариях. Я желаю вам крепкого здоровья, приятного аппетита и мирного неба. Как обычно, я жду встречи с вами в следующем вкусном видео.